Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такую хорошенькую изящную кофточку от японских мастериц простым, совсем простым, легким, девочки, узором. Посмотрите внимательно на этот узор. Вот такая вот елочка интересная, и лицевая гладь у нас будет использоваться. Коротенький рукавчик, очень коротенький. Такой, знаете, чисто импровизированный. Вот очень легкая, приятная кофточка на лето, на жару. И я считаю, что она вяжется довольно просто. Можно для девочек, которые только учатся вязать, связать такую кофточку. Мы будем рассматривать сегодня с вами описание на 5 размеров: 46, 48, 50, 52, 54. Такую кофточку будем сегодня с вами расчеты делать. И как всегда, значит, начинаем с выбора пряжи, определяем плотность после того, как свяжем образец, и делаем индивидуальные расчеты. Во второй части мастер-класса я подробно рассказываю, сколько петель набрать, как расположить узоры, ну и другие тонкости вязания. И описание вязания у нас будет выложено под видео, как я всегда это делаю, для вашего удобства, мои хорошие. Кому приглянулась такая интересная модель, остаемся со мной на канале и смотрим дальше мастер-класс. Итак, выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого топа я выбрала пряжу Alize Cotton Gold Hobby, полухлопковая пряжа турецкого производства. Смотрите, состав ее 55% хлопок и 45% полиакрил. Так, и по метражу 50 грамм у нас 165 метров. Спицы используем 3,5. Так выглядит наш образец. Вот клубочек так выглядит. Так ниточка хорошо закручена. Приятно из нее вязать. Средней толщины. Вот. И вот такой вот у нас получается узор. 2 раппорта у меня связаны в высоту, 3 в ширину. Вот так выглядит узорчик. Вот. Ну, там еще лицевая гладь, вы увидите. В верхней части вяжется лицевая гладь, а внизу вот этот красивый узор ажурный. Сейчас давайте посмотрим схему и выкройку. Схема узора выглядит вот таким образом, девочки. У нас с вами будет 14 рядов в высоту узор и 12 петель в ширину. Вот он показан, раппорт скобочками. Это 12 петель в ширину и 14 рядов в высоту, с 3 по 16 показан здесь. Вот этот раппорт. Мы будем с вами вязать сразу 3 раппорта в образце и 2 раппорта в высоту они получатся. Ну, в принципе, здесь можно на любителя сделать 2 раппорта, для себя связать. Условные обозначения очень распространенные. Вот такой знак у нас часто встречается. Это накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, и зеркально это накид, вернее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, да. Вот такие пустые квадратики это лицевая петля, и вот такие наклонные черточки это тоже лицевая петля. По центру у нас вяжется 3 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная петля обозначается вот такой горизонтальной черточкой. Все, девочки, вот такая вот простая схема. Делайте скрин, кому нужно экрана, пожалуйста. Сохраняйте схему. Так, дальше идем. Выкройка. У нас есть выкройка. Вот так она выглядит. Я приближаю ее. Смотрите. Значит, у нас с вами сперед и спинка абсолютно одинаково связаны. Отличается глубина выреза горловины. Обвязка у нас с вами идет, и вот так выглядит рукавчик, ну, практически один накат. Более подробно по выкройке мы будем вставлять с вами описание во второй части видео. Там вы
Там я поставлю наши размеры, которые будут в расчете участвовать. Здесь размер идет на 42, 44, 47 сантиметров. И другая плотность, соответственно, другое количество петель здесь. Вот. Но для общего понятия, как выглядит схема выкройка, пожалуйста, смотрите, уменьшу вот так, а то не умещался здесь краешек. Вот таким образом выглядит выкройка данной модельки. Итак, мои хорошие, давайте посмотрим еще описание, которое я всегда выкладываю под видео. Вот так оно выглядит. Сейчас я увеличу. Размерчики будем рассматривать 46, 48, 50, 52, 54. Вот. Далее, с какой расход пряжи, часто спрашивают. Ну, такую кофточку достаточно будет на маленький размер, вообще 200-250 грамм, я думаю, хватит. Даже так. Вот, на побольше размер, ну, возьмите 300 грамм, я думаю, тоже хватит. Очень легенькая кофточка. Она не длинная, она укороченная такая, ну, вернее, средней, скажем так, длины. Я ничего читать, девочки, не буду. Вы все под видео сами прочитаете. Я просто вам демонстрирую то, что у нас на мастер-классе составляется индивидуальное описание на выше вот эти озвученные размерчики. Ну, а сейчас давайте приступим с вами к вязанию образца. Итак, для образца, девочки, я набрала 39 петель. У меня 3 раппорта по 12 петель, 1 петля для симметрии добавляется и 2 кромочные. Вяжем первый ряд. Раппорт узора. Первый идет лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой с наклоном влево. И опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. Раппорт связали. Вяжем второй раппорт. Лицевая. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 вместе. 1 лицевой. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. Связали второй раппорт. Третий раппорт вяжем. Лицевая, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 вместе, 1 лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. Третий раппорт связали. Для симметрии в конце каждого ряда вяжем 1 петлю лицевую, кромочную вяжем изнаночной. Все четные ряды являются у нас изнаночными, и мы их вяжем изнаночными петельками, в том числе и накиды. Третий ряд вяжем. Кромочные сняли, вяжем 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе 1 петлей с наклоном влево, 1 лицевой, опять 3 лицевые, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Точно такой же раппорт, девочки, повторяем самостоятельно, то есть 2 лицевые, накид, 3 лицевые и так далее. Пятый ряд вяжем. Кромочная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 3 вместе 1 лицевой с наклоном влево, опять 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт узора. Точно так же повторяем второй раппорт. Седьмой ряд вяжем. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Раппорт связан. Точно такой же раппорт повторяем. 9 ряд вяжем. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Раппорт связали. Такой же раппорт повторяем. 11 ряд. Вяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Раппорт связан. Точно такой же раппорт повторяем. 13 ряд у нас. Итак, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, снова накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Связали раппорт узора. Повторяем такой же раппорт. Мы связали с вами 14 рядов в высоту, и далее повтор раппорта идет с 1 ряда, девочки. Вот, с 1 опять по 14. И сейчас нам надо сделать, после того, как я вот уже 2 раппорта связала, я сейчас сделаю влажно-тепловую обработку нашего образца и будем измерять плотность. Это нужно для дальнейших расчетов. Горячим паром я обдаю наш образец и растягиваем влажное и увлажненное полотно в разные стороны. Вправо, влево, вниз, вверх. Растянули. На края полотна, обращаю внимание, их тоже надо распрямить, поскольку в нашем расчете кромочные петли будут участвовать. Так, все. А теперь оставляем в таком расправленном состоянии сохнуть наш образец. Сейчас наша задача наш с вами высохший образец измерить его длину и ширину. Я укладываю на ровную поверхность и измеряем, девочки. Прикладываем обычную линеечку. У меня вот получается 19 сантиметров полотно, да? Но 19 даже с небольшим здесь. И мы набираем 39 петель. 39 разделить на 19 получается 2 циферка. Запишем, что в 1 сантиметре 2 петли у нас. Это плотность по горизонтали. Теперь по вертикали. 2 раппорта у меня связано по 14 рядов. Это значит, получается 28 рядов. И в сантиметрах, смотрите, я буду по длинной части 12,5 это выглядит вот так. Если по короткой части, видите, край такой неровный, то 12. Но берем 12,5, 28 рядов поделить на 12,5 сантиметров. Плотность у нас по вертикали 2,2. Запишем, девочки, что в 1 сантиметре 2,2 ряда. Эти цифры сейчас будем использовать при расчетах. Итак, вот такая у нас будет родная выкройка от дизайнера данной модельки. Эта выкройка составлена для 42-44 размера. Мы будем в своем описании использовать 46 размер, 48-50 и 52-54. То есть я вам сейчас буду называть ширину спинки и переда для тех размеров, которые только что выше озвучила. Значит, ширина спинки для 46 размера у нас 49,5 сантиметров. И это соответствует 99 петлям наборным, как я определила. 49,5 я умножила на нашу. Так,
тут что-то не то, 49,5 я умножила на нашу плотность по горизонтали 2, получается 99 петель. И также с другими размерами я поступала. 48-50 размер, ширина спинки 55,5 сантиметров и участвует 111 петель. И для 52-54 размера у нас 61,5 сантиметр ширина спинки и участвует в узоре 123 петли. Как распределяли мы раппорт? Очень легко, девочки. 99 петель поделить на число петель в раппорте 12, получается целое число 8. 8 раппортов мы используем. Одна петля лицевая у нас идет для симметрии, крайне левая, как мы вязали в образце, да? После всех раппортов одна лицевая в конце. И 2 кромочные, соответственно. Вот. Соответственно, для 48-50 размера у нас будет 9 раппортов. И для 52-54 размера будет 10 раппортов участвовать. Плюс 1 петля для симметрии, 2 кромочные. Повторюсь. Смотрите, 4 раппорта подряд мы вяжем с вами узором. И далее переходим на лицевую гладь. Через 10 сантиметров все вот эти величины, которые у нас стоят на выкройке по вертикали, мы должны переводить в ряды. То есть, если у нас стоит высота 25,5 сантиметров, вот здесь узор, да, смотрите, что мы делаем с вами. На самом деле, у меня, по моим расчетам, 25,5 сантиметров умножить на плотность 2,2, это будет 56 рядов. 56 рядов поделить на число раппортов. Число рядов в раппорте это 14. 56, если я поделю на 14, у меня получится 4 целых раппорта, девочки. Видите? То есть мы вяжем с вами небольшую планочку, 2 ряда платочной вязкой, затем 4 ряда раппортов подряд вяжем высоту и далее лицевая гладь. Через 10 сантиметров, то есть если мы умножим 10 на плотность 2,2 у нас 22 ряда, мы будем формировать пройму. Пройму у нас составит глубина проймы 12 петель. На все размеры я взяла, на все размеры по 12 петель. Также у нас будет вырез горловины по спинке и по переду, а различаться и спинка, перед, в принципе, вяжутся одинаково. У них различие в глубине выреза только. Значит, у спинки 2 сантиметра и ширина будет составлять 22 сантиметра на маленький размер. И далее я взяла 43 петли. Так получается по плотности, если 22 умножить на плотность 2, будет 44 петли. Но у нас с вами нечетное должно быть число, поскольку участвует у нас в наборе 99 нечетное число петель. Поэтому 43 петли. Для второго размера 45 петель, для третьего 47 петель ширина выреза горловины. Понятно, да? И все, что осталось, это петли плеч. 16, 21, 26 у меня получилось по расчетам на размеры на наши. Все это описание я выкладываю всегда под видео, поэтому не пугайтесь, если у вас сейчас что-то непонятно. Все, последовательность всех действий, все эти петли, все вы увидите под видео в моем описании. Так, и по рукавчику. Здесь я, значит, сделала 37,5 у меня получается ширина. На размер 46 и 48,50 одинаково я взяла вот здесь ширину. И это получается 6 раппортов, девочки, в петельном эквиваленте, по-моему, 75 петель. В описании я там это все делала. 75 петель, то есть 72 петли у меня, это 6 раппортов поделить на 12, это ровно 6 раппортов. Вот, смотрите, вяжем планку 2 сантиметра. Начинаем, пару рядов свяжите по узору, вот так, как я вам сказала, 6 раппортов подряд и 2 кромочные, плюс 1 петля для симметрии также, крайне левая. Вот, а затем 1 раппорт у вас вяжется в высоту узором, и далее опять идет лицевая гладь. При этом не забывайте по выкройке в натуральную величину формировать окат. То есть вот здесь нужно быть крайне внимательным
вот здесь в рукавчике, да. То есть здесь совсем у нас никакого скоса нет. И, в общем-то, в целом рукав состоит практически весь из оката, да. Так, ну и после того, как все это дело мы свяжем раздельно деталечки, все это собирается, все это выполняется швы и обвязывается вырез горловины. Платочной вязкой можно связать или крючком обвязать, как вам понравится. Вот и вся нехитрая арифметика по расчетам. Описание, еще раз повторю, будет под видео выложено. Я думаю, что все в принципе понятно, я объясню. Еще хотела бы заострить я внимание на вертикальной плотности, девочки. Не игнорируйте ее, пожалуйста. Все мерочки, которые у вас есть на выкройке по вертикали, пожалуйста, переводите в ряды и вяжите по рядам обязательно. Иначе у вас получится после стирки слишком вытянутая длина. То есть не то, что вы планировали. Это важный момент. В целом я все вам рассказала. Желаю вам удачи. До новых встреч.